Благодаря неравнодушным людям, многие бездомные кошки обретают здоровье и находят себе новые семьи, где о них заботятся и окружают любовью. Их тяжелая судьба, наконец, становится беззаботной и полной счастья, даже несмотря на следы, оставленные от прошлой жизни. Это история о маленьком котенке, которому посчастливилось встретить доброго человека и навсегда изменить свою жизнь. Год назад жительница Техаса, Клариса, нашла на автостоянке маленькую белую кошечку. Малышка явно была бездомной, очень напуганной и совершенно истощенной. Одно ухо у нее было сильно повреждено и явно доставляло малышке дискомфорт. При виде Кларисы и других людей, котенок от испуга забился под один из автомобилей и стал жалобно мяукать. Однако женщина очень хотела ее спасти и попросила прохожих помочь ей достать малышку. Котенок был очень хрупким и слабым и постоянно дрожал. Клариса отправилась с ним в ветеринарную клинику, чтобы оказать ему помощь. Ветеринары сразу же предупредили, что пострадавшее ухо придется удалить. Потом врач поинтересовался, сможет ли Клариса забрать котенка к себе, или ему прямая дорога в приют для животных. Женщина, не раздумывая, согласилась забрать малышку к себе и дала ей имя Веспер. Однако путь к выздоровлению кошечки оказался сложнее, чем предполагалось. Спустя 5 дней после операции Веспер вдруг отказалась принимать пищу и стала слабеть на глазах. Взволнованная Клариса снова привезла ее к врачу, где ей поставили неутешительный диагноз. Помимо паразитов, у Веспер обнаружили лейкемию, и это сильно влияло на продолжительность ее жизни. Заболевание стало причиной слабого иммунитета, и на улице она бы долго точно не прожила. А также это повлияло на ее походку, и Веспер начала немного запинаться. Несмотря на длительное лечение и различные препараты, эта походка сохранилась у нее до сих пор. Как ни странно, это совершенно не мешает ей бегать, прыгать и везде лазать, как обычная кошка. Она часто запинается и падает, но тут же поднимается и продолжает путь. Из-за серьезного заболевания Клариса считает за благо каждый день, проведенный вместе с Веспер, ведь он может стать последним. Врачи не дают прогнозов, но Клариса надеется на лучшее. Она твердо намерена подарить ей свою любовь и заботу, несмотря ни на что. С того момента прошел уже год, и Веспер до сих пор смешит Кларису своими озорными выходками. Она подросла и превратилась в очень красивую кошку с разноцветными глазами, которую ничуть не портит отсутствие одного уха. Она очень милая, разговорчивая и ласковая малышка, которая упорно идет к своей мечте – жить долго.